Гоблины Мори не спят. По велению своего владыки Марийская Орда покидает мглистые горы и наводняет земли Эриадора. Множество государств, как людских, так и эльфийских, попадает под удар десятков тысяч гоблинов, что плодились в глубинах Хаза-Дума и в прочих руинах крепостей мглистых гор. Одной из многих армий гоблинов даже удается добраться до самых западных земель. Преодолев Эриадор, гоблины оказались на границах Линдона. Здешние эльфы утратили былое величие. Живя в мире и процветании, многие эльфы, среди которых были ветераны множеств битв, уже уплыли в Валенор. Защищает Линдон лишь небольшой гарнизон из 2000 эльфов. Регулярная армия находилась в Ривенделе под командованием Элронда. Лидеру эльфийского гарнизона необходимо остановить продвижение гоблинов и не дать им преодолеть границы Линдона. Однако идти навстречу 10-тысячной армии гоблинов станет самоубийством. Поэтому лидер гарнизона решает устроить засаду, надеясь застать врасплох гоблинов. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. В составе небольшой армии эльфийской не было элитных подразделений, разве что 4 отряда конницы Нолдор, а прочие же бойцы не обладали такой же серьезной экипировкой и вооружением. Однако по силе не дотягивали до Нолдор самую малость. Гоблинская орда пробиралась через лесные массивы к ближайшему городу Линдона. Ландшафт местности идеально подходил для засады. Лидер эльфийской армии занял позиции, ожидая приближения гоблинов. Туманы и лесные массивы скрывали присутствие эльфов. Гоблины не знали, что их ждет. Когда вражье полчища преодолело необходимый рубеж для атаки, эльфийский военачальник отдал приказ, и вся кавалерия Линдона на полном ходу с холма налетела с пиками наперевес на колонну марширующих гоблинов. Удар был такой силы, что все гоблины, оказавшиеся со стороны натиска всадников, пали замертво, затоптаны или насажены на кавалерийские ланцы. Тем временем по другую сторону колонны гоблинов отбиралась пехота эльфов, что все это время скрывалась в высокой траве. Когда гоблинская армия наконец оправилась от удара и сосредоточилась на кавалерийских подразделениях эльфов, пехота Линдона тут же ударила с другой стороны. Эльфийские воины принялись немедля крушить черепа гоблинов. Лучники, что находились на возвышенности, прицельными залпами заливали стрелами спины гоблинов, что оказались связаны боем с пехотой Линдона. Враг нес огромные потери. Тысячи и даже больше гоблинов уже покинули этот совет. Эльфийская пехота и кавалерия, завязанную в ближнем бою, рвалась к центру колонны гоблинов. Но численный перевес врага во многократно сказался на продвижении эльфийских воинов. Гоблины захлестывали числом, и уже казалось, что эльфы перешли в оборону. Однако воины Линдона ничуть не уступали неприятелю и не были отброшены контратакой гоблинов. Кавалерия эльфов спустя некоторое время начала нести потери. Гоблины стаскивали всадников с лошадей или вовсе набрасывались на седла и убивали наездников прямо на лошадях. Лидер эльфийский готов был отвести кавалерию в тыл. Он заранее расположил перед позициями стрелковых подразделений пикинеров Мидланда. Отдав приказ, кавалерия с боем начала прорываться за ряды пик. Гоблины, естественно, направились за ними и впоследствии оказавшись прямиком на пиках воинов Мидланда. Тем временем пехота Линдона оказалась под ударом. Гоблины начали рваться в тыл эльфийских мечников. Мечникам Линдона приходится перегруппироваться и изменить свой строй.
заняв некого рода полукруговую оборону от гоблинских масс. Враг оказался слишком проворным, гоблины находили способ прорваться за спины эльфийских подразделений, тем самым руша строй. Правый фланг эльфийских мечников трещал по швам. Гоблины же ничуть не сбавляли ход и продолжали бросаться на щиты эльфов. Пехота Линдона из последних сил пытается выкарабкаться из сложившейся обстановки и изменить ход сражения. Лидер Линдона решает вновь вывести кавалерию из резерва, что недавно покинула битву, и бросить ее по оба фланга в спины гоблинов, что ведут свое сражение с пехотой. Кавалерия обошла гоблинов, что пытались прорваться сквозь фаланги пикинеров, и вдарили со всей скорости в тыл гоблинских полчищ. И вновь от одного лишь натиска погибают тысячи гоблинов, но теперь необходимо сражаться до победного. Ведь пехоты слишком мало для того, чтобы сдерживать гоблинов для новых натисков. Всадники пытаются прорубить путь к мечникам Линдона, но оказываются посреди тысячи разъяренных гоблинов. Лучники также вот-вот утратят свой боезапас, но прежде успевают перебить тысячи гоблинов. Эльфийский лидер наблюдает за тем, как правый фланг в итоге не выдерживает, и гоблины спокойно вырезают без труда мечников. Эльфы бегут. Гоблины же не ведут погони, изменив свою цель на всадников. Правый фланг вот-вот падет. На левом же фланге эльфам удается взять ситуацию под контроль. Воины Линдона успешно сравнивают с землей яростных гоблинов. Спустя время пики на правом фланге оказываются не в состоянии дальше сдерживать орды гоблинов. Враг словно волна разбивается о эльфийский строй, так или иначе создавая бреши в позициях воинов Линдона. Так как почти все лучники лишили своего боезапаса, лидер Линдона решает бросить и их в бой. Необходимо дать время эльфам на левом фланге расправиться с гоблинами, чтобы те смогли нанести сокрушительный удар по позициям неприятеля, что сражаются с воинами эльфов на правом фланге. Лучники и полуразбитые пикинеры не могут остановить безумно бросающихся прямо на клинки гоблинов. Словно пушечное мясо, гоблины, не щадя своих жизней, прокладывают дорогу из своих трупов к эльфийскому лидеру. Военачальник эльфов решает перегруппироваться и сосредоточиться на левом фланге, надеясь, что эльфийские воины выиграют время для бойцов на другом фланге. Эльфийский военачальник наконец и сам вступает в сражение. Своим примером, искусно шинкуя гоблинов, лидер эльфийской армии вселяет уверенность в победе и приободряет бойцов. Воины Линдона, вкусив второе дыхание, начинают рваться сквозь ряды гоблинов, устроив самую настоящую мясную бойню. Тем временем правый фланг почти пал. Но вот же чудо, воины Нолдор численностью в 300 клинков, отправленные самим Элрондом, уже готовы вступить в битву. Разделившись, направились клинки Нолдор сразу к обеим флангам, ударив тем самым в тыл. Эльфы начали сметать гоблинов и вселять ужас в отродье Моркота. Но мораль тех ничуть не упала. Азартные гоблины, что утратили уже половину своей армии, разделились на 4 группы и принялись отбиваться от клинков Нолдор. Лидеру эльфов показалось, что клинкам Нолдор удается ослабить гоблинов, но это совсем не так.
Спустя час резни клинкам Нолдор удается вырезать около 1500 гоблинов. Но в итоге, сами того не ведая, оказались среди полчищ, что уже окружили их. Недолго сражались эльфийские воины. Правый фланг окончательно пал. Эльфы бегут. На левом фланге сотня из всадников и прочих эльфийских воинов вот-вот полностью утратят силы. Лидер эльфов, надеясь спасти хотя бы горстку бойцов, решает отступить со своими воинами. Клинки Нолдор, коих отступлению призвал военачальник эльфов, проигнорировали бегство и продолжили сражаться, давая время на отступление менее опытным воинам. Клинки Нолдор погибли все без остатка. Лишь нескольким сотням бойцов удается скрыться. Гоблины после этого сражения отступили в Эриадор, утратив 8 из 10 тысяч воинов. Победой или все-таки поражением окончилась битва? Пишите в комментариях. 1000 лайков, 200 комментариев, и на канале выходит новый ролик по Rise of Mordor.